Привет, ребята! Интересно, остались ли на канале еще те, кто помнит меня по моему голосу и как меня зовут? Скорее всего, вы знали меня под другим никнеймом. Сегодня я именую себя Альфамир, а этот канал принадлежит нашему проекту. Много времени уже утекло с тех пор, когда я на этом канале выпускал гайды и делал стримы с выживанием на своих сборках. С тех пор мы запустили свой собственный проект под названием Gravity Craft. Надеюсь, что все зрители моего канала уже успели поиграть на нашем проекте. Если нет, то ссылка в описании. После открытия проекта я целиком и полностью погрузился в него, и сегодня, в том числе благодаря вашей поддержке, это один из крупнейших и качественно самый лучший проект с модами Майнкрафт. Из-за развития проекта и соответственно дефицита времени, на канале в последние 2 года выходило мало нового контента. Сейчас мы занялись возрождением канала, моя команда начала снимать новые гайды, которые вы давно просили, надеюсь, вы успели их оценить. Вижу, что вы соскучились и по моим выживаниям, что ж, я решил попробовать сделать полноценный летсплей на одной из сборок нашего проекта. Выживать я буду на сборке SkyTechnoMagic 1.7.10, это сборка в формате Skyblock, то есть когда выживание начинается на парящем в пустоте острове. Это выживание будет в формате 100 дней, то есть я выживаю на сборке 100 игровых дней, то с учетом того, что день в Майнкрафте длится 20 минут, эквивалентно 33 часам реального времени. Что ж, после вступительной речи давайте наконец приступим к нашему выживанию. Для начала нам необходимо добыть на своем острове землю, а также камушки через Shift ПКМ по земле, которые мы будем перекрафчивать в булыжник. Очевидно, что булыжник нам потребуется для расширения острова, а также для некоторых крафтов. Внизу островка мы находим и добываем корешки, из них мы будем делать саженцы и использовать в качестве удобрения для ускорения роста деревьев. Размещаем наш первый саженец на блок земли и выращиваем наше первое дерево. Добываем дерево, крафтим верстак, далее крафтим посох, который потребуется нам, чтобы быстрее ломать листву и выбивать из нее шелкопрядов. Далее я расширяю остров, для этого удобно использовать плиты из булыжника. Я строю небольшую ферму деревьев с расстоянием в 3 блока, нам потребуется много дерева для развития. На этой сборке не работают обычные инструменты из ванильного Майнкрафта, поэтому мы будем делать их с помощью Tinker's Construct. Крафтим различные предметы из этого мода, можно использовать квесты, которые открываются кнопкой Ё или тильда. В квестах содержится много полезной информации по сборке. По квестам очень удобно развиваться в самом начале. Размещаем в мир предметы из Tinker's Construct. Пока мы были заняты крафтами, подросли наши деревья. Давайте попробуем выбить из них шелкопрядов. А вот и выпал один. Давайте посадим его на листву. Через некоторое время листва начинает заражаться и белеет. При разрушении такой листвы мы будем получать нитки. Давайте сделаем сжатый посох, он будет гораздо эффективнее. Добываем нитки. Из ниток и дерева мы крафтим первое сито. Сито – это один из базовых элементов выживания на скайблоке. Просеивая гравий, песок, пыль и тому подобное, мы будем получать различные ресурсы. Давайте сделаем молот, он потребуется для разрушения блоков. Например, ломая булыжник, мы будем получать гравий. Для быстрой добычи молотом удобно ставить блоки под собой. Итак, получаем гравий и просеиваем его через сито. В инвентаре у нас будут появляться результаты просеивания. Например, из гравия мы будем получать кусочки железа, кремень и другие ресурсы, полный список которых можно посмотреть в ней. Пожалуй, сделаю сундук, чтобы сложить в него добытые ресурсы и прочий лут. Итак, мы добыли через сито кремень. Давайте попробуем сделать наш первый кремниевый инструмент из Tinker's Construct. Для этого нам потребуется сначала скрафтить несколько деталей, а потом соединить их вместе в станции. Таким же способом сделаю себе кремниевый топор. Теперь крафтим бочку. Она потребуется для сбора воды во время дождя, а также для некоторых крафтов.
Мы насобирали достаточно много ниток и дерева, чтобы попробовать сделать сжатое сито. Оно просеивает сразу сжатые блоки, что существенно ускоряет процесс. Давайте скрафтим сжатый молот, чтобы сразу ломать сжатые блоки булыжника. С сжатыми предметами процесс фарма ресурсов существенно разгоняется, но все же пора задуматься об автоматизации. Разумеется, надо начать с автоматизации булыжника. В квестах есть подсказка, как сделать простой и эффективный автоматический генератор булыжника. С этим нам поможет мод Extra Utils, но для этого нам потребуется подкопить железо и другие ресурсы. Если мы будем ломать молотом гравий, мы получим песок, из песка – пыль. Просеивая пыль, мы получим красную пыль и другие полезные ресурсы. Пожарим камень в печке и скрафтим плиты, они нам пригодятся для крафта труб из мода Extra Utils. Далее нам потребуется сделать узел передачи предметов. Собираем необходимые для этого ресурсы. Также нам нужна будет глина, ее можно получить в бочке с водой, если класть туда пыль. Давайте сделаем тигель, для этого нам необходимо костную муку совместить с глиной, а потом обжарить предмет в печке. Тигель нам потребуется для производства лавы. Очевидно, что лава нужна для генератора булыжника. Тигель нужно нагреть, вначале для этого подойдет факел. Также сделаем каменную бочку, она, например, пригодится для хранения горючих жидкостей. Закидываем в тигель булыжник, чтобы начать производство лавы. Пока формируется лава, мы собираем наш генератор булыжника. Помимо лавы, для этого нам потребуется блок воды. Собираем лаву и формируем наш бесконечный источник булыжника. Чтобы автоматизировать процесс сбора булыжника, я использую предметный узел, а также специальное улучшение для него. Крафтим и поставим рядом ящик из Storage Drawers. Он будет хранить много стаков булыжника, а еще из него удобно извлекать предметы. Теперь у меня много булыжника, пожалуй, время заняться существенным расширением своей базы. Давайте переместим тигель над блоком лавы. Лава дает больше тепла, соответственно тигель будет работать быстрее. Кроме того, мы можем подтянуть предметную трубу к тигелю, чтобы автоматизировать подачу булыги. Я решил сделать несколько ящиков из Storage Drawers. В них будет удобно хранить ресурсы до появления моей системы. Следующим моим шагом будет постройка плавильни из Tinker's Construct. Она удобна тем, что требует для работы лаву, которая у нас уже есть, а также удваивает переработку руд по типу железа. В постройке плавильни мне также помогают квесты, где можно посмотреть, какие элементы мне потребуются. Собираю плавильню и отправляю в переработку несколько слитков, из них мы получим сплав. Теперь собираем доменную коксовую печь из Immersive. В них мы будем с помощью железа и угля получать сталь, а в качестве побочного продукта получим жидкость для обработки дерева. Для активации печек нам потребуется специальный молот. Кстати, через просеивание земли мы можем получить различные семена. Например, давайте посадим промышленную коноплю, она нужна для сбора ниток. Если мы совместим лаву и красную пыль в бочке, то получим незерит. Он нам потребуется для крафта доменной печи.
Пока мы занимались крафтом доменной печи, у нас появился коксовый уголь. Используем его для изготовления стали из железа. Теперь будем собирать водяную мельницу. Для этого нам потребуется скрафтить несколько ресурсов, используя в том числе обработанное дерево. Водяная мельница не самый эффективный способ генерации энергии, зато бесконечный и выглядит эффектно. В начале развития почему бы и нет? Запитаем водяную мельницу водой и можем подключать к ней провода для вывода энергии. Поскольку у нас появилась электроэнергия, давайте сделаем автоматическую версию сита и подведем к ней провода. Теперь мы можем перерабатывать ресурсы автоматически, хоть и не быстро. Но скорость — это лишь вопрос времени, поскольку у автоматического сита есть улучшения. Очевидно, для полной автоматизации процесса нам потребуется автоматический молот. Сделаю в него автоматическую подачу булыжника. Энергетические трубы из Эндарио, кстати, я получил из квестов. Теперь наша система полностью автономная. Теперь займусь механизмами из Thermal Expansion. Я пойду делать их по квестам, но прежде всего мне интересен генератор на лаве. Это крайне эффективный способ генерации энергии в начале развития на Skyblock. Устанавливаем генератор на лаве и запитываем его горючим. Подведу энергию к моей автоматической просейке, чтобы она работала быстрее. У генератора на лаве также есть различные улучшения, которые увеличивают его эффективность. Теперь автоматизирую производство и подачу лавы с помощью жидкостных труб. Также скрафчу и поставлю измельчитель, который необходим для дробления некоторых ресурсов. Например, дробленый уголь я использую для производства пиротиума, который в свою очередь очень эффективен для работы тигелей. У меня накопилось много выполненных квестов и открылась бонусная ветка. Соберу несколько лут-честов. Из них мне случайным образом выпадают полезные ресурсы. Теперь займусь крафтом других механизмов из термала. Хочу автоматизировать обработку ресурсов. Далее буду расширять свою автоматическую ферму просеивания. Мне помимо гравия нужно просеивать песок и пыль. Для них мне потребуется установить последовательно 2 и 3 молота соответственно. Чтобы сделать пиротиум жидким, нужно скрафтить специальные механизмы для переработки и наполнения. Жидкий пиротиум я смогу разлить под тигелями, что существенно ускорит их работу. Наконец я заканчиваю сборку автоматического просеивания гравия, песка и пыли. Пока мои ресурсы накапливаются, займусь производством ведьминой воды. Она нужна для некоторых крафтов. Например, если в ведьминую воду попадает обычный скелет, он становится визер-скелетом. Чтобы автоматизировать производство ведьминой воды, можно посадить древние споры на землю. Мы тем самым получим мицелий, а установленная на нем вода в бочке будет превращаться в ведьмину. Давайте автоматизируем подачу воды в бочку. Для этого используем водяной насос, разместив по бокам блоки воды. С помощью жидкостного узла и труб запитаю водой бочку. Теперь использую воронку предметный узел, чтобы автоматизировать производство песка душ, который получается в ведьминой воде из обычного песка. Из воронок еще сделаю фильтр для труб, чтобы разделять продукты
Накопив побольше ресурсов, я наконец занимаюсь приведением в порядок своей системы производства ресурсов. Я аккуратно расставляю механизмы, подвожу энергию и настраиваю систему труб. С помощью фильтров я часть ресурсов буду отправлять сразу на хранение, а часть на дополнительную переработку. Например, кусочки железа нужно сперва сжать в компрессоре, чтобы уже дальше перерабатывать железо. В своей системе ящиков я устанавливаю контроллер, в который буду подавать готовые ресурсы, а контроллер будет распределять их по ящикам. Для ящиков я сделаю позже специальные изумрудные улучшения, которые существенно увеличивают емкость ящиков. Теперь займемся фермой дерева. Я буду использовать для этого резиновое дерево из Mainfactory. На этой сборке саженец этого дерева можно получить из квестов обменом на тростник. Тростник, кстати, в свою очередь можно получить просейкой земли, а крафтить землю мы можем из листвы деревьев в бочке. Итак, собираем нашу ферму. Нам потребуются механизмы для сборки и посадки урожая. На механизм посадки я ставлю землю. Сбоку ставлю комбайн, который будет рубить дерево. Из таких деревьев мы будем получать и дерево, и резину. Постепенно начинаем двигаться к моей системе. Нам потребуется небесный камень. Его мы получим в бочке с лавой, кидая специальную пыль. Следующий шаг — это изменчивый кристалл. Для него потребуется адский кварц, который можно получить из просеивания песка душ. Далее делаем зарядку для кристаллов. Теперь мы можем заряжать кристаллы, чтобы производить изменчивые кристаллы. Следующими шагами будут приемчик энергии и провода из Applied Energetics. Далее я буду делать камеру выращивания в кристалл, в которой крайне удобно производить чистые кристаллы. Теперь делаем высекатели, через них будем производить процессоры. Сделаю индукционную плавильню, чтобы быстрее получать сталь. Нам потребуется много стали для специального пресса из Immersive. Дело в том, что на этой сборке нет в мире метеоритов, поэтому прессы для высекателей придется крафтить. Мне очень нравится руководство Immersive, поскольку в нем детально указано, как собирать многоблочные структуры из этого мода. Сделаю формовщик из Industrial Craft 3. Да, вы не ослышались, Industrial Craft 3 это наш самописный мод, сделанный на базе Industrial Craft 2. Одна из его ключевых особенностей — это работа на RF энергии, соответственно не нужно никаких переходников. Формовщик мне потребовался для стальных пластин. Делаем их. Крафтим специальную форму для пресса. Теперь кидаю сжатый булыжник и получаю первый пресс. Повторяю процедуру с железом, золотом и алмазными блоками для получения всех базовых прессов. Приступая к крафту процессоров, я предпочитаю сперва идти к продвинутым высекателям, это существенно упрощает жизнь.
Следующий мой шаг будет ME-контроллер. Это ядро нашей будущей ME-системы. Также я решил сделать несколько улучшений для SID, чтобы увеличить выход полезных ресурсов, а также ускорить работу механизмов. Далее делаем накопитель, монитор, карты хранения и наконец кладем наши первые ресурсы на хранение в нашу сеть. Теперь я с помощью шины хранения соединяю контроллер ящиков с сетью. Таким образом я буду видеть в сети ресурсы и в ящиках. Это очень удобно. Логично, что следующий шаг — это автоматизация крафтов. Для этого нам потребуется интерфейс, молекулярный сборщик и хранилище создания. Первым делом я всегда автоматизирую производство процессоров, потому что вручную это очень геморройный процесс. Записываю нужные шаблоны и собираю автоматизацию. В начале развития у меня всегда это выглядит немного небрежно. Что ж, не обессудьте, главное — функционал. После того, как я закончил автоматизацию производства процессоров, я начинаю записывать крафты для сборки большого реактора. Большой реактор — это чудовищно эффективный способ производства энергии в начале развития. В наших квестах есть подробное описание схемы реактора. Мне понадобятся блоки реактора, стержни, контроллер и прочие элементы. Записываю это все в автокрафт, потому что мне потребуется большое количество этих элементов. Реактор лучше заливать жидкостью из красного камня, так он будет работать эффективнее. Хранить жидкость я буду в танкере из АЕ2. Начинаем сборку реактора. Для начала я соберу небольшой, чтобы получить больше энергии для запитки моей сети и переработки ресурсов. Мне достаточно будет реактора 3 на 3 на 5. В него помещаю один топливный стержень. Устанавливаю все необходимые элементы, включая контроллер, выход энергии, а также вход и выход топлива. Кладу топливо и запускаю реактор. Он вырабатывает более 1000 РФ-тик. Неплохо для начала. Поскольку энергии теперь достаточно, займусь расширением моей сети. Я люблю строить кубик 7 на 7 на 7 в виде рамок. Снизу у меня будут различные механизмы для переработки и крафтов в моей сети. Крафтим дробители ЗК3, электропечь и прочие механизмы. Через интерфейс я буду подавать предметы для крафтов. А с помощью улучшения выталкивания толкать результат обратно в сеть через интерфейс. Внизу в моем кубике я выкладываю в шахматном порядке слои из интерфейсов и молекулярных сборщиков. Мне так нравится делать автокрафты. Далее ставлю жидкостный механизм. Тут я буду делать хладагент, который в частности нужен для ускорителей ИК-3. С помощью шин импорта и экспорта я автоматизирую производство хладагента. Поскольку у меня много лазурита, я буду использовать обычную воду, а не дистиллированную. А теперь я буду собирать реактор побольше, который описан в квесте. В него я уже буду заливать жидкость из красной пыли для повышения эффективности. Такой реактор будет вырабатывать 13 000 РФ-тик. Согласитесь, в начале развития просто имба.
крафте мы устанавливаем молекулярный преобразователь рядом с реактором. Он будет крафтить нам иридий из железа. Иридий потребуется нам для производства солнечных панелей, которые в свою очередь очень компактный и бесконечный источник энергии, не требующий топлива. Однако, поскольку я играю на техномагической сборке, для крафта панелей первого уровня требуется развитие магических модов. Мне потребуется немного развить Таумкрафт и ботанию. Пожалуй, я начну с ботании, крафчу книжечку и по квестам собираю все виды цветов. Их лепестки мне потребуются для крафтов. Из лепестков, в частности, мы сделаем белую маргаритку в лепестковом аптекаре. Она превращает дерево и камень в жизни дерева и жизни камень. Крафтим солнечный цветок, распространитель и бассейн маны. Будем производить нашу первую ману. Проверяем посохом леса, все ли установлено правильно. Когда мы получили первую ману, мы можем производить ресурсы, которые потребуются для производства пламени края. Пламя края, в отличие от солнечного цветка, не засыхает со временем, а также генерирует ману гораздо эффективнее. Правда, требует топлива, но с этим проблем нет, так как у нас накопилась куча угля. Вот такая вот интересная база у меня получилась. Нам нужно больше маны, расширяем ее производство, а также займемся производством рун на руническом алтаре. Я иду по квестам, произвожу все базовые руны, необходимые для сборки алтаря, в котором уже будут производиться террасталь. Хорошо, что у меня накопилось много маны, потому что террасталь очень прожорливая на ману. Далее собираем портал в Альфхейм. Он нужен для получения некоторых эльфийских ресурсов, но активировать я его пока не могу, недостаточно маны. Теперь займемся Таумкрафтом. Делаю таумометр и бегаю по базе изучать предметы, чтобы собирать аспекты. Делаю свою первую палочку, также стол для исследования и магический верстак. Еще нам потребуется тигель, который я запитываю лавой. Тигель льем в воду, я хочу в нем производить таумметалл. Но для этого нам потребуется открыть знания в Таумкрафт. Сперва по классике изучу все аспекты.
Теперь можно открывать знания. Я уже много раз полностью изучал Thaumcraft, поэтому решил просто приобрести из магазина книжку, которая активирует все знания. Также возьму книжку на аспекты и том очищения, чтобы очистить загрязнения. Наконец, делаю Таум металл. Пока мы занимались Thaumcraft'ом, накопилась мана. Можно активировать портал. Обмениваемся с эльфами ресурсами. Я решил немного перестроить базу и хочу переработать с помощью плавильни ардит и кобальт, который получается путем обработки адского камня. Они мне потребуются для получения продвинутых прессов из Applied Energetics. Продвинутые прессы в Applied — это наши самописы, которые нужны для производства продвинутых интерфейсов. В продвинутых интерфейсах можно будет хранить больше 9 шаблонов, это очень удобно. Также произведут термальную центрифугу, через нее будут проходить необходимые для панели крафты. И вот наконец моя первая панель. Я решил немного прокачать свою базу. У нас в ВК3 можно прокачивать механизмы до 2, 3 и 4 уровня, чтобы они работали быстрее и могли делать параллельные крафты. Сделаю соединитель солнечных панелей, в нем удобно хранить панели разного тира. В конце своего выживания я решил побегать по мирам Divine RPG и пособирать ресурсы. Мне для панелей 2 уровня и выше необходимы ресурсы из этих измерений. Но лучше сделать автокиллер. Это наш самопис, который собирает лут со спавнеров мобов. Для начала я сделаю электрический спавнер и помещу к нему автокиллер, чтобы он собирал с него лут. В автокиллер можно положить зачарованные книжки, которые повысят его эффективность.
также можно откачивать опыт, который мне понадобится в том числе для производства зачарованных книг, например, через зачарователь Ender.io. Теперь я хочу автоматизировать ботанию. Для этого у нас тоже есть самописы. Крафтятся они несложно и легко соединяются с MySетью. Теперь я могу заказывать крафты прямо из MySeti. У меня накопилось достаточно ресурсов для крафта панели следующего тира. Давайте сделаем ее. Итак, мы перешли уже на второй уровень панели. Но время летсплея подошло к концу, я выживал ровно 100 игровых дней на этой сборке. Надеюсь, вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться, а также нажать колокольчик. Приглашаю играть вас на мой проект, у нас много замечательных сборок, по которым я тоже могу сделать летсплей. Пишите свои замечания в комментариях, рад был сделать для вас этот летсплей. До скорых встреч, играйте на наших серверах, пока!